Начну. Расскажите немножко о себе, Айнур. Чем занимаетесь, с кем работаете? Ну, я проживаю в Алматы, в Казахстане. Вообще я преподаватель английского языка. Мгм. Вот до недавнего времени, то есть до июня месяца, я работала онлайн, дома была в декрете. Вот. И вообще у меня опыт 20 лет. Решила все бросить и начаться чем-то. До этого у меня были идеи какой-то пассивный доход иметь. Мгм. И вот когда наткнулась на вебинар Максима, я подумала, может быть, стоит попробовать. И когда, это все у меня уже начало как бы работать, супруг тоже заинтересовался, и он сказал: "Может быть, ты больше не будешь работать, а заниматься вот тем, что тебе нравится". Вот, и я решила все бросить и вот пойти уже полностью в торговлю. Мгм. Так никогда не думала, что все брошу, потому что у меня, были уже готовые курсы по английскому языку, я их развивала в "Инстаграме". А, То есть они у меня были прикреплены на платформе, я их также продавала. Мгм. Вот. И так как-то так получилось. Еще весной я поступила на магистратуру, в Бостонский университет в Америке. Это тоже бросила. Мгм. Вот. Ну, конечно, это все семейное, как бы на семейном совете это все решалось, потому что супруг тоже не очень хотел туда сейчас ехать. Сейчас вот из-за пандемии, из-за хаоса во всем мире. Да, И понимаю. да, он сам тоже в торговле, но он продает оффлайн, и он вообще изначально не верил в меня. Он говорил, всегда, когда я вот начинала разговор, он всегда говорил: "Ты сначала продай хотя бы одну футболку, а потом уже мне рассказывай". Я ему говорю: "Вот я уже за неделю, продала 50 штук". Он он так удивился, очень сильно удивился. Вот. Ну, как вам знания английского помогли, в бизнесе на Amazon? Да, конечно, я поэтому вообще пошла на "Амазон". Но я, скажу так, если даже не знаешь английского, в принципе, даже базовые знания или, даже если вообще, ну, сейчас у всех есть какой-то уровень английского, Да. правильно? Даже через Google переводчик можно общаться с этими китайскими поставщиками, то есть перевести нужный текст, да. Но так как я уже владела, я уже могла там что-то дополнительно, у нас постоянно переписка была. Мгм. То есть даже помимо товаров, которые одобрила Елена, я уже начала смотреть другие товары, уже с ними переписываться, и до сих пор это продолжаю. То есть я сейчас себе заказала кое-что, да, Мгм. оттуда, поэтому это вообще была первая причина, почему я сразу пошла на Amazon. Вообще можно было и другие маркетплейсы рассматривать. И у нас есть и другие же, сейчас и на русском языке, и сейчас на казахском языке у нас в Казахстане. Мгм. Вот. Ну и насколько близко вы к цели, чтобы полностью удаленно работать, онлайн в торговле? Ну, мне это вообще очень-очень сильно понравилось. Я вообще так, сильно вовлеклась. Ну, вообще, почему я изначально записалась на курсы, я, хотела вообще иметь свой товар, выпустить как под private labeling, Private да, label, да, под да. своим брендом, да. Но Елена объяснила, что вот мой куратор Елена, я ей очень благодарна, она очень мне помогла. Она сказала сначала, чтобы, выйти под своим брендом, сначала надо понять весь процесс, как, вообще заказывать, переписку с поставщиком, да, как, вот эти стикеры отправлять, как это на Amazon склад отправлять, вообще весь процесс, научиться делать самому. Конечно. А потом хотя бы продать там кое-что, а потом уже переходить, на свой товар. Мгм. Ну, этот процесс я прошла. Теперь я хочу уже на второй этап перейти. Вот. Ну, в дальнейшем это, конечно, нормальная перспектива почти для всех учеников. Мы тоже говорим, что вот сначала попробуйте хотя бы тестовую партию на арбитраж запустить с Китая, ну а потом уже со своим брендом вполне спокойно уже и стартовые средства будут на раскрутку. То есть это в порядке вещей, но многие очень хорошо зарабатывают и просто на перепродаже. Да-да-да. А по товару, как долго вы искали свой первый товар, который вам куратор одобрил?
Для меня вообще самое сложное было во Мгм. всем курсе обучения — это найти свой товар. Мы, наверное, где-то 3-4 недели искали. Вначале я вообще не понимала, как искать его. Я тупо заходила, там, если 3 FBA есть, все, я уже все товары подряд скидывала Елене. Оказывается, потом уже через 2 недели я поняла. Когда я уже полностью поняла, как искать, я быстро нашла. Мгм. Вначале я смотрела товар, который мне нравится, а потом уже, какие в спросе, да. Ну, а потом уже мне объяснили уже, потому что уже в конце я вообще начала нервничать, время шло, я до сих пор еще без товара, вот где-то месяц, приблизительно, ну, меньше месяца где-то ушло на товар, а остальное это уже. И, конечно, это открытие аккаунта, бизнес-аккаунта тоже чуть-чуть затянулось у меня. А так потом уже все, уже дальше легко было. Переписка с китайскими, что мне вообще понравилось с ними работать, потому что они прям до последнего проверяли, все ли в порядке. Даже после поставки, там, по месту назначения доставки, она мне писала, а, это китайский поставщик, все ли в порядке, будете ли вы продолжать, нет ли там брака, идут ли у вас продажи. Она до сих пор мне пишет, уже прошло сколько, 2-3 месяца, она до сих пор мне пишет, то есть она постоянно переживает, там спрашивает. А будете еще заказывать у этого поставщика товар? Или он уже не подходит? Я бы хотела, я у нее спрашивала каталог, но у нее только товары, которые для набора, для шитья. Ага, понял. Я подумала, что это когда я заходила с этим товаром, нас было где-то 6-7 продавцов. Мгм. Сейчас там около 13-14. Я понял. Может быть, конкуренция большая. Я подумала, что не стоит дальше продолжать. Хотя Елена говорит, что если я также буду по этой цене продолжать продавать, можно. Но у меня другие сейчас цели, и я уже как приостановила. Мгм, я понял. Это один товар, да, вам куратор одобрил? Да, один товар, но там были какие-то еще 2-3 товара, но она говорила с осторожностью, будут риски и так далее. Я уже не стала рисковать, я ей отправляла очень много товаров. Она по каждому детально объясняла, почему нельзя, что там не так и так далее. Вот. Только вот по одному товару у нас как бы проблем не было, и я его выбрала. Мгм, понял. А вот как думаете, вы смогли бы начать продавать на Amazon без поддержки куратора? Конечно, нет. Я бы застряла уже бы на первом этапе, когда надо было выбирать товар. И, конечно, бы у меня, наверное, там был бы забанили бы меня или там, не знаю, конкуренции бы меня забанили. В общем, там без куратора никак. Были Я вообще не моменты? жалею, что купила и пошла именно с куратором. Это вот как я сама, как преподаватель скажу, вот учат же английский без поддержки, да, без Мгм. преподавателя. Трудно, Конечно, можно выучить, но но трудно. произношение, но грамматика, да, там, чтобы тебя Мгм. направлять, это уже процесс быстрее идет. Ты можешь сам это все изучать, но это время, сейчас время очень дорого стоит, оно бесценно, сейчас время летит. Поэтому лучше заплатить чуть-чуть больше и сэкономить время, и потом ты будешь зарабатывать больше, конечно. А были моменты, когда вы думали, что это не ваше, что вот там какие-то трудности, с которыми вы не можете справиться? И, ну, как вам получилось это перебороть? Конечно, были такие моменты, когда вот не получалось, вот в тупик заходишь, ну, я для себя говорила, в любом бизнесе бывают вот такие какие-то, не знаю, неприятности, трудности. Я всегда сама себе говорю, если ты захочешь, ты будешь действовать. Если не захочешь, у тебя всегда найдется причина, Мгм. Да, есть. любая какая-то причина, да, чтобы это не делать. Мне это нравится, это главное для меня. Остальное все можно преодолеть. Другие же делают, значит, я смогу, почему бы нет? Ну, так я сама себе говорю, и все получается. Да, это правильный настрой. А Да. вот еще по товару хотел спросить, сколько вы инвестировали вот в свою первую партию товара, который куратор одобрил?
Вообще на вебинаре Максим говорил, что даже $300 будет хватит, но мы инвестировали $150, это было достаточно. Мы купили 50 штук этих наборов для шитья. Где-то по $3,5 мне, да, обошлось, по $3, ну, если $150, да, плюс доставка. Вот, ну, я уже давно вытащила эти деньги. И, то есть 150, мне кажется, уже достаточно будет. Ну, там от товара зависит, какой вы товар выберете. Если вы выберете, конечно, такой, который стоит... Вообще от 50 штук достаточно. Не надо ни меньше, ни больше, 50. Их можно быстро продать. Даже если медленно как бы они будут продаваться, то есть они много денег не займут. То есть, Ну да, и сама доставка дешевле, потому что товар не да, объем. доставка В вашем дешевле. случае, например. То есть, я так понимаю, вот эти 50 товаров у вас были проданы, верно? Да, я их продала прям буквально за неделю. Просто там видно, да, вам? Да, по идее, да. Ну вот, это я вот, получается, если вот это 8 Это ноября, август. у них сначала Да, ноябрь, да, простите, да, это потом ноябрь, да. месяц, Да. потом день недели. 8 ноября у меня вот 114. Что там еще в Амазоне? Это поэтапно деньги поступают. Вот здесь можно посмотреть. Вот refund у меня возврат был. Из 50 штук мне вернули только 2 штуки, и то там я узнавала причину, почему, потому что не доставили в срок. То есть это причина уже самого Амазона, а не товара. То есть с товаром все было в порядке, там брака ничего не было. Здесь они подробно пишут, charges – это расходы, да, там, и fees – это сколько берет Amazon за каждую штуку, вот, какие у них. И в конце у них идет уже сколько поступило на мой счет. Сейчас я покажу вообще полностью там. Да, давайте, да, чтобы был график. То есть, получается, $114 – это ваша чистая прибыль с товара. Это 114 – это за ноябрь. За октябрь, да. за октябрь мне поступило $102. Вот внизу Вижу. Отлично. $102. Вот вчера я пыталась с Payoneer скинуть себе на карточку. Ну, пока ждем, там свои нюансы есть. Вот. То есть здесь расходы. Вот смотрите, здесь получается я с момента регистрации, да, с 22 июля, и можно посмотреть, $40 они сняли за аренду бизнес-аккаунта, Да. и потом 0,0. И $102 это я получила в октябре, 114 в ноябре. То есть там у меня еще есть, я как поняла, Amazon не сразу показывает весь твой платеж, потому что там кто-то может сделать возврат, и как только пройдут 7 дней, они делают тебе полную оплату. Поэтому мне пришло письмо, что может быть еще пополнение. Вот. А покажите, пожалуйста, тут по количеству заказов, сколько у вас было за октябрь, ну, получается, за первый месяц, сколько было продано товара? Это вот здесь транзакции, да, я должна нажать? Review summary. Попробуйте, да, если что, то я потом вам подскажу. Там, скорее всего, в reports надо будет зайти. Так, ну Нет, это та же самая таблица, которую мы... давайте тогда на... Да, вот это за ноябрь. Так, дату какую поставить? Ну, попробуйте, 28 попробуйте эту, да, почти за весь ноябрь. Вот, это то, что вы мне скидывали, по-моему, да, если я не ошибаюсь. То есть Да. продаж Вот. на $341. Сколько Как? было продано за октябрь товаров? Или он Нет, я вам сейчас приблизительно скажу. Это вот сейчас у меня продажи пошли где-то, вот если по календарю смотреть, где-то 25 числа у меня пошли продажи, 24 я помню, воскресенье.
И вот за неделю у меня буквально почти, ну, 90-95% я за неделю продала. Ага. Почему так вышло? Потому что сначала Елена сказала уравнять стоимость товара с другими конкурентами. Мгм. Тогда это было где-то 11,97 центов. Мгм. 11,97, нет, 11,92, Мгм. вот так. Я так сидела приблизительно 2 недели с этой ценой, но никто не покупал. Потом я потихоньку сбавила цену на 11,90, снизила цену, стоимость. А, Опять не пошли продажи. Еще через неделю 11 ровно долларов поставила, и у меня сразу с этого дня пошли продажи. Это, я помню, было воскресенье. И вот за неделю я почти вот на ноябрь еще падает, да, вот начало ноября, Мгм. ну, буквально 8-9 дней я почти все распродала. Класс, очень круто. А в дальнейшем что планируете с этой прибылью делать? Реинвестировать или выводить Да, полностью? конечно, реинвестировать, но уже в новый товар. Мгм. Я сейчас думаю над продвижением своего бренда, там сумки, рюкзаки, трансформеры я видела хорошие Мгм. для мам и детей. Вот. Сейчас вообще это очень хорошая ниша, потому что мамочки, я где-то слышала, что вообще в такие маркетплейсы заходят 70% женщин, Мгм. только 30% мужчин. Ну, то есть женщины, они всегда покупают для детей или для себя, да, или для дома что-то. Да, То да. есть, когда выбираешь нишу, желательно вот в эти 3 категории что-то для дома, для красоты и здоровья, да, и для детей. Если они будут всегда продаваться, всегда, они не будут застаиваться. Ну что ж, какие у вас планы на будущее, вот помимо запуска своего бренда? Так понимаю, еще будете осваиваться с private label, верно? Да, выходить на другие маркетплейсы, на Amazon. Сначала муж говорил, может быть, не надо тебе Amazon, может быть, приостановишь. А, а сейчас он, после того, как увидел результат, он говорит, нет, лучше продолжай, раз уж ты купила этот аккаунт, продолжай. А теперь, если вы вот сегодня говорите, что можно уже официально регистрироваться, я попробую его зарегистрировать или Мгм. себя еще раз. Вот, просто там бумаги с документами из банка все равно чуть-чуть расходятся, которые они требуют и которые у нас здесь. Они не принимают. Ну, попробуем еще раз. Мгм. Хорошо. Ну что же, у вас, может быть, там еще какие-то впечатления остались спустя, получается, сколько, несколько месяцев, и ваши продажи, как это на вас повлияло? Что вы сейчас думаете об этом все? Ну, у меня очень хорошее впечатление, потому что Amazon, он в первую очередь как бы повлиял на мою дальнейшую сферу деятельности. А, я даже не думала, что я прям все приостановлю и уйду прям в торговлю. Вообще за онлайн-торговлей это, м, говорят, будущее, да, ну, не знаю, как это пойдет, но я знаю, что в онлайн-торговле очень много можно денег заработать. Точно так же, как в инфобизнесе сейчас зарабатывают. Товарный бизнес, он никогда не был на втором месте. Люди всегда покупают, и они хотят и одеваться, и кушать, и там по дому, и детям что-то всегда нам требуется. Тем более с этой пандемией никто не знает, уже все страхуются, поэтому онлайн-торговля, она как бы сейчас в тренде, в спросе. Мгм. И в Казахстане у нас сейчас тоже появилось много разных. Вот если вы слышали, Каспий у нас магазин, Мгм. 80% продаж по Каспий магазин. Они просто хорошо сделали. Любой товар можно покупать в рассрочку или в кредит. Да, я Любой понял, товар. это от вашего банка, да. Да, от нашего банка любой товар. И поэтому сейчас люди все покупают там, кроме, конечно, а, одежды и еды, очень-очень мало людей туда заходит, продавцов с одеждой и едой, я не знаю почему. Вот, остальное все там можно. Точно так же и Amazon. Там американцы, они половина населения, они все
только на Амазон. У меня там друзья живут, они говорят, только на Амазоне и покупаем все. Мгм. Да, ну плюс Prime есть, удобно там фильмы, сериалы смотреть, например, как бонус. Да-да-да. Много еще чего надо научиться, поэтому я буду продолжать, заниматься. У меня там много уроков непросмотренных. Мгм. Я буду продолжать смотреть и, будем на связи. Ну да, тогда осваивайтесь с Private Label, потом с вами еще раз созвонимся, когда запустите свой бренд, и мы вам в этом поможем обязательно. Да, конечно. Спасибо большое. Вам спасибо большое за обратную связь. Было приятно Мгм. познакомиться, пообщаться. Хорошего дня. Ага, взаимно. Спасибо. До До свидания. свидания.